Третья часть нашей трилогии с Горловки. Говорят подростки Горловки. Взрослые уже говорили. Мне стало интересно мнение подростков. И как мне кажется, достаточно интересное мнение. Да, посуда тарахтела, стекла тарахтели. Не все равно на них. Перестали бы бомбить, и все нормально было. Не надо. От кого? Это дебилизм. Освободители. Какой они освобождают? Он. Освободители. Разбили дом. Немного. Много с нервами не в порядке, иногда психуют. Ну, смысла нету, зачем они это все делают? Как бы брат за брата, брат против брата, точнее, уже идут. Ну, они считают, как они считают. Пусть как хотят, так и думают. Донбасс не сдается. Я целую ночь сидела в коридоре. И практически меня мама с папой разбудили, сказали, что идти в коридор. У меня брат младший спал в зале, потому что мама не хотела его будить. Он, когда просыпается, ему плохо становится, он боится этого всего. А мы сидели в коридоре. Потом я пошла спать и слышу, опять бабахали. Потом у нас начались решетки трястись в коридоре. Папа пошел посмотреть, что случилось. Ну, папа смотрел, никого, все живы остались, никого на улице тогда, слава богу, не было, никто не ходил. Потом мы просыпались утром, у меня морская свинка погибла полностью, потому что она лежала там, у нас решетки тряслись туда-обратно. Нам это не надо. Мы ничего не делали плохого. Мы хотим мирно жить и не слышать этого всего. Не хотим уезжать отсюда. Не хочу больше не уезжать, чтобы папа тут оставался, а я уезжала туда, куда-нибудь, либо к бабушке на Кавказ, или как тогда летом на море. Я не хочу там оставаться больше так долго. Да. А я думаю, оставила. Она так еще Да, плохо я думаю, делает. оставила, да. Мы ее только учим. Очень, особенно когда бомбят. Я сижу в коридоре. Я тоже в коридоре. Потому что сюда опасно выходить, вы видите, потому что там сидят украинцы, и они сюда попадут. Нам лучше там жить с той стороны, там безопаснее, чем Не знаю. потому что у них нету совести. Да, это, наверное, правда. У них нету совести. Они не хотят специально. Я не знаю, почему они это творят. Потому что мы не хотим так жить. Вчера у нас был праздник, и специально, или не специально, на праздник детей. Мы были все рады, мы пускали шарики, у нас был праздник, раздавали бесплатно мороженое из России приехавших. Было очень много. Мы запускали шарики в небо, кричали, чтобы был мир, а мира такового и нету. Да, Конечно. конечно, победим. У нас будет победа, Да. и мы победим.